Всем привет, вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить, хотела сказать Baldur's Gate, но нет. Dragon Age, Стража Завесы, Завеса Стражи, The Veilguard, короче, господи, забыла. Да, сюда. Поговорите с Вариком, ну да. Давай. Значит, Солос не соврал насчет богов. Ты слышал об этом? Варик, дело плохо, если бы ты видел переправу Дметы. Команде нужно действовать быстро. Но этого не выйдет, если я буду руководить всем лежа в постели. Тебе нужно взять руководство на себя. Только если ты этого хочешь. Я все сделаю. Я в этом не сомневался. А Нев может усомниться. Друг, как думаешь, кого я искал, когда собирал эту команду? Сыщика, который смог бы отыскать ужасного волка, и разведчика, который провел бы нас. А этого он и ожидал, что я найму дисциплинированных экспертов, предсказуемых, но тут появилась ты. Помнишь, как мы познакомились? Вспомни первую злополучную экспедицию в Арлатан, не последнюю. Демоны нам продыху не давали, десятки, сотни демонов, но ты не сдалась. Тебе удалось найти выход из леса и вывести нас в безопасное место из беспросветных глубин. А заодно потерять магическую карту и разозлить толпу историков. Но все же, у тебя талант. Какой? Находить выход из самого невообразимого дерьма. И у тебя всегда есть неожиданный план. Солос в лучшие дни не смог бы предсказать твое появление рук. И не беспокойся, если нужно, ты всегда сможешь поговорить со мной. Да? Окей, чё тут? Пуп-пуп-пуп. Насчет ранения Нев. Я хочу кое о чем спросить. На месте проведения ритуала мне пришлось решать, кто отправится со мной, чтобы опрокинуть ту статую. Это было мое первое решение в качестве лидерки команды, и Нев из-за него пострадала. Ты действовала исходя из того, что тебе было известно. Иногда от наших решений страдают другие или того хуже. А как бы поступил ты? Как поступил бы я? Скорее всего, я бы просто погиб и не смог бы остановить ритуал, если бы тогда не вмешалась ты. Хороший лидер не тот, кто совершает ошибок. Не совершает, а тот, кто способен их признать. Так ты завоюешь доверие остальных. Кстати, хорошая фраза. Хороший лидер не тот, кто не совершает ошибок, а тот, кто способен их признать. Нев рассказывала тебе, что мы с Солосом поговорили в тени. В свое время мы со Смеюном любили поспорить. Даже представить не могу, что было бы, если бы он постоянно обитал у меня в голове. Что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что нам нужна его помощь, да. Неважно, что я думаю, мы не сможем остановить богов без его знаний. Ну вот видишь, тебе не обязательно любить его, чтобы иметь с ним дело. Еще он спросил передать, что сожалеет о случившемся. Ну, о том, что тебя ранил. Смеюн так сентиментален. Он может спалить весь мир дотла, но при этом заплакать от вида одинокого цветка с опаленными лепестками. О, это так мило. На переправе Дметы был настоящий кошмар. Мы нашли только одного выжившего их старосту. Ты отвела его к завесным странникам. Не все одобрили мое решение. Мы только начали работать вместе, и я уже теряю их доверие. Чтобы завоевать доверие команды, не нужно пытаться всем угодить. Нужно показать, что они все могут высказать свое мнение, и ты их выслушаешь, даже если им кажется, что у тебя не все дома. Ну да. Ладно, оставлю тебя отдыхать. Пока ты здесь, скажу еще кое-что. Я все думал насчет того, знаю ли я, кто может помочь нам с этими богами. Есть идеи? Ни одной. Но быть лидером не значит иметь ответы на все вопросы. Надо лишь знать тех, у кого они могут быть. У Нев есть связи в той части мира, с которой Хардинг и я едва знакомы. Возможно, тебе стоит поговорить с ней. Окей. Говорим, значит. Посоветуйтесь с командой. Ладно. Окей. Тогда я пошла. Спасибо.
Можешь прыгнуть просто. Ну только Снеф. Привет, Нев. Привет, огоньки. Да, они все еще тут. Но ты здесь за зацепками. Тебе нужны союзники в битве с богами. Я знаю, где их искать, если мы сможем попасть куда-то, кроме Арлатана. Беларусь занимается этим. Какие у тебя идеи? Давай начнем с того, что мы знаем. Боги — это олицетворение прочной магии. Кого нанимают для борьбы с ней? Начнем с антиванских воронов. Ты хочешь нанять убийцу для битвы с богами? Не абы кого, а их самого грозного убийцу магов. Демона Верантиума. Демона Верантиум. Так подробнее. Тебе это не смущает, что? Тебя не смущает, что мы будем работать с грозным убийцей магов, наш Магесса? Если у него нет на меня контракта, это не проблема. Ты меня заинтриговала. Ты умеешь убеждать, осталось лишь очаровать воронов. Скрестим пальцы на удачу. Демон получил такое прозвище за убийство мага в крови и Винатори. Судя по всему, что я узнала, он заслужил такую репутацию. Я так и не смогла узнать его настоящее имя. В последние годы информации стало меньше, но вороны наверняка знают об этом. Я смогу организовать встречу с их главами. Отлично. Ты сказала, что мы начнем с воронов. Что потом? Вернемся домой. Минратос. Столицу и сердце Тивинтера. В Империю магов, где кое-что знают о порочной магии. Власть Тивинтера. Помощи 0. Доверия к ним не больше, поэтому мы обратимся к драконам тени. Это группа сопротивления, которая борется против работорговцев, магии крови и порока в Империи. У них повсюду глаза и уши, включая мои. Если боги придут в Империю, мы можем что-то узнать. К тому же должна им много рассказать. В драконах тени состоят только маги. Тивинтер может и трясаться над магами, но тени принимают всех. У каждого из нас свои причуды. Кажется, они ничего. Если, конечно, они хоть немного похожи на тебя. Все хуже, чем кажется. Но они хотя бы стараются. А значит, нам надо поговорить с воронами в Антиве и с драконами тени в Минтраш. Господи. Если у Булары все готово. Да, надо узнать, как у нее успехи. Эти ваши названия, я их по-твоему могу выговорить с первого раза? Я и со второго не могу. Я не знаю, мне не нравится, как лежат мои волосы, поэтому я постоянно поправляю. Я сейчас постригусь на лысо и все. Шучу, не буду. Алтарь Фенхарелла и Ханал Гилан. Легендарная гала, оставляющая за собой золотые следы. Вот такое мы знаем, кстати. Ставлю пока ее. Almost there. I just have to. Shit. Sorry. Can I help? No, I got it. Mostly. Mirrors are funny things. Зеркала интересные штуки, не правда ли? Отражение искажает реальность, и с ним ничего нельзя поделать. Вот в чем секрет. Если контролировать искажение, то... Все получится. Молодец. Что это за место? Кажется, тень, то есть другая ее часть. Разве Морриган не говорила, что здешний Левиан может вести куда угодно? Не думала, что это значит другую часть тени. Она назвала этот Левиан Виривас, свобода путей. Интересно.
Беллара, если есть идея о том, что по ту сторону поделись, мы не можем тратить время зря. В некоторых древних текстах упоминалось место в тени, где пересекаются все Эливианы. Перекресток, из которого можно перемещаться по всему Тедусу за считанные минуты. Точно, мы видели что-то похожее, когда преследовали Солоса. Интересно, это то же самое? И да, и нет. Я храбу дух, привет. Только без глупостей. Хватит с меня на сегодня сюрпризов, дух. Лучше без глупостей. Клык волка. Теперь на тебя. Старые пути, новое путешествие. Проходите, я буду ждать. Меня? Спасибо. Что ж, сложно сказать, ловушка это или нет. Но вариантов у нас мало, и есть лишь один способ разобраться. Дух не выглядел опасным, скорее каким-то печальным. Одно другому не мешает. Да, мне на ум пришла пара примеров. И мы все еще не знаем, чего ждать от Эливиана. Я думаю, кому-то следует остаться здесь на случай, если он закроется. Просто скажи, когда будешь готов, тогда мы выясним, что здесь происходит. С кем я пойду? У нас сейчас будет Тима женщин снова. Ура, прикольно. Заметки о магическом глушителе. Первые заметки о работе глушителя. Глушитель создает резонанс, противоположный резонансу тени. Поэтому здесь можно жить. Еще никого не разорвало на части, насколько мне известно. Но встречный резонанс, который создает глушитель, настроен конкретно под эту часть тени. Чем сильнее удаляешься отсюда, тем менее эффективен глушитель. Существует теория, что у каждого мага есть свой уникальный резонанс. Каждый немного по-разному соприкасается с магией. Можно ли в теории настроить глушитель на резонанс человека? Сделать так, чтобы он не мог использовать магию. Выявить резонанс какого-либо конкретного человека сложно, но для этого понадобились бы образцы его магии. Нужен третий том собрания сочинений Харрис. Спрошу у профессора, нет ли этой книги у него. Беллара. Чего? Письмо Эльгарнану от Солоса. Эльгарнану, укротителю солнца, генералу просвещенной армии, первому среди Эванурисов, владыке Арлатана, пробудившегося на заре эльфов. От Солоса, говорящего с духами правой руки металл, Фенхарелла, ужасного волка, что не моложе. Я вновь прошу тебя еще раз все обдумать. Утверждение о том, что между правлением в качестве короля и в качестве бога нет разницы, порождает вопрос, почему тебе так необходимо получить этот титул. Большая часть народа принимает твое правление, ты заковал их тело в цепи. Обязательно ли заковывать их разум? Мы расходимся во мнении по многим вопросам, но ты должен понимать, что опутывание нашего народа такими заявлениями не ослабит. Такими заявлениями ослабит их дух и омрачит сияние твоего правления. Твоя сила неоспорима, пусть и соответствует твоя мудрость. Нифига, ты умный, слышь. Письмо, адресованное Шартер. Шартер. Да, мы потеряли след, но все еще не потеряно. Солос оставил нам небольшую прощальную записку, так что я пока не сдаюсь. Может, я слегка наивен, но думаю, что в этом инквизитор со мной согласится. Солоса еще можно образумить, иначе он мог бы просто убить нас, когда имел возможность. Он не обязан был спасать ему жизнь, когда забирал якорь, и мог не убеждать нас Хардинг сдаваться. Я не думаю, что он хочет это сделать, поэтому я готов рискнуть. Да, я помню, что не нужно ничего записывать, иначе мои слова могут обернуться против меня. Варик. Ну, хорошо. Кстати, самое забавное... Надо с кем поговорить? Надо. Самое забавное, что магию крови я же, типа, пишу книгу, тоже фэнтези, и самое забавное, что я подумала там создать тоже некоторую магию крови до того, как узнала про существование магии крови как таковой, например, в Dragon Age. И вы узнали, каково было мое удивление услышать тут это. Ну, типа... Как бы понятно, что это вполне себе, наверное, распространенная может быть штука, но я все равно удивилась. Хотя, anyway, они не полностью идентичны будут, я имею в виду. Изменить состав отряда. Ну, давай Хардинг. У Беллары так-то. Они обе взрывают расколотые цели. Я не знаю, кого взять. Давай возьмем, короче, Хардинг и Беллару. .
Не, ну я хз. Ого, какое большое зеркало, оно громадное. В принципе, все окружение довольно большое, мне кажется. Снова здравствуй. Кто ты? Смотритель. Не там, где во мне нуждаются обитательницы. Сейчас я здесь. А здесь это где? Это перекресток. Охает. Ты поможешь нам? Мне кажется, если заблудиться, то доблудать придется долго. Эванурисы жаждут завладеть перекрестком. Их влияние растет. Скверно, погибель, безумие. Они отправляют приспешников, дабы захватить это место. Пробил час нужды для перекрестка, обитательницы. Я не смогу защитить тебя. Ну, грыбать спасибо. Не нужно. Если ты против богов, считай, что мы пришли на помощь. Куда исчез? Находите подобные ориентиры, но это ясно. Скверно, корни и магические печати. Что же за этой дверью? Требуется сущность восставшего мертвеца. О, красиво. Ладно. Ух ты. Прикольно. Вот. Этот причал вроде целый. Так, ты можешь переправить нас на другие острова? Ветры ждут тебя, обитательницы. Но я грабу, давай, поехали тогда. Видимо, это значит да. Поехали, говорю. Духов изгнали отсюда, им пришлось бежать от приспешников богов. Я призвал стражей перекрестка на их защиту. Остерегайтесь, стражи дают отпор всем незваным гостям. Ну, типа и мне. Спасибо. Окей. Значит, мы тоже незваные гости. Ну, получается так. Я погнала, да? Чё тут хоть? Куда идти? Победите всех врагов. Хорошо. 3 прикольно. Я вижу уже маячок, который можно открыть. Разрыв завеси. Вот откуда они прорываются. Ну да, нам стоит поблагодарить богов за это. Так, что тут у вас? Почему ты на меня нападаешь, если тут еще есть вот этот стражник? На него и нападай, слышишь? Я тут не блокирую, давай.
Боже, корни можно расплести, обитательница. Отыщи то, что связывает их воедино. Да, я грыбу, ты чё? Не ты гонишь, да? Исчезнувший город. Я сплю, но в этот раз я знаю об этом. Даже если бы не знала, я бы все равно поняла из окружения. И представить себе не могла подобное место. В городах полно людей, а пустой город лишь обглоданные косточки после сытного обеда. Напоминание, от которого голодной женщине становится грустно. Жиза. Сьюзан Кравелец. Кравицель. Пофиг мне круг. Джейнен 820 благословенного века. Не важно. Это не имеет значения, как там моему смотрится. Я ничего не знаю. Что это тут? Вот зачем? Зачем я сюда иду? Зачем, если там... Что это? Похоже на проход какой-то. Смотрите, я иду. Нижняя лаборатория. Ну я грыбу, спасибо. Что здесь происходит? Этого несчастного духа держат в плену. Ты в сознании? Как голова. Стражники сильно тебя избили. Ну, я... Ты же помнишь в нашем здании лаборатории Гилланайн? Волк велел нам проникнуть туда, где она проводит исследования. Все пошло, но не совсем по плану. Волк пришел нам на помощь, он передал ключ. Если ты сможешь сражаться, возьми ключ и бежим. И приготовься ко всему, что может выкинуть эта ведьма. Такое чувство, что она видит какого-то другого древнего эльфа, кого-то из агентов Солоса. Это воспоминание, видим прошлое Солоса. Короче, да, понятно. Мы в воспоминании, допустим. Да отвалите от меня, я вообще тут это... Выходит, Гилланайн экспериментировала со скверной и порождениями тьмы. Ее лабораторию заполнила скверна. Если это воспоминание, давайте подыграем ему. Надо выбраться, пока Гилланайн не нашла нас. Окей. Мать Гал. Что? А, это штуки для силы, памятные вещи, да. Понятно. Театральная маска Гилланайн. В повествовании она олицетворяет принятие предназначения и его цену, а также перемены, которые невозможно обратить. Предательство и преданность для нее равнозначны. Нифига себе. Волк, ты пришел за нами? Ключа было... Что? Подожди, фоторежим быстренько мне. Смотри. Соло с волосами. Это памятный момент. Я сейчас это фоткаю, короче. Мне не волнует. Надо как-то красиво сфоткать. Типа вот, прям, знаешь, так. Нет, давай вот как-то красиво, чтобы было. Еще можно даже что-то тут подправить. Насыщенность как-то вот выкрутить. Яркость куда-то. Но яркость не надо. Яркость можно не крутить. Контрастность это тоже пофиг, в принципе. Насыщенность. Ого. Прикольно. Ну, вот как-то так можно сделать. Я это фоткаю, я это сейчас вообще на превью поставлю, знаешь? Присутствие необходимо из-за этой неестественной субстанции. Она сильна. Отходной путь, который я планировал использовать, отрезан. Придется найти другой выход на поверхность. Я уничтожу всю скверну, какую смогу. Вам нужно прикончить чудовищ, пока Гилланайн не спустила на нас нечто хуже. Да? Голос Солоса звучал встревоженно. Она его пугала, в смысле, скверно. Вы узрели изумительное создание и решили его уничтожить? Это научит вас уважать жизнь, что будет царить после вас. Она использует испытательную площадку против нас. Окей.
О, что это? Гномий ключ, да, я ж нажала. Безделушка для Хардин. Каждый раз при использовании зелья оно может восстановиться шансом 10%. Прикольно, прикольно, давай. Я беру. Я буду. Угу. И чё, где? Подожди, куда это идет? А. Выбрались. Быстрее, чем я полагала. Возможно, тебя и твоих союзников стоит тщательнее изучить. Угу. Это так. Союзница. Похоже, мы добрались до самых ценных образцов Гилланайн. Если во время экспериментов Гилланайн порождение тьмы выглядели так, то, возможно, порождение тьмы, с которыми мы сталкивались, не новое, а древнее. Узри милость, от которой ты отказываешься, это Гилланайн? Подожди, она же иначе выглядела? Нет. Она стала какой-то там, не знаю, этой, как это назвать-то вообще? Ну, знаешь, как с тентаклями такими, как называется это животное морское? Ну, как Сквидвард, короче, я не помню. Вы поняли? Вместе тентакля. Подождите, у меня чуть-чуть наушники падают. Сейчас, секунду. Ты бы обрушила на мир скверну и назвала это шедевром. А ведь ты была самой чуткой из нас. Фига. Все мое нутро стремится к созданию нового. Ты решил ограничить себя, а я должна подняться до высот, доступных лишь богам. Короче, она была нормальной, да? Ну как нормальная, я имею в виду внешне. Как обычная эльфийка. Ты величайший из богов, прошу, помоги мне. Солас, ей нужно лекарство. Он ей не поможет. Ну, он ей не поможет, она, наверное, уже при смерти, но ей нужно лекарство. Ну же, будь тем богом, который ей нужен. Помоги ей. Мне очень жаль, что я подвел тебя. Я могу помочь лишь одним способом. Допить. Нам нужно уничтожить здесь все вместе со скверной. Нельзя допустить ее распространения. Ступай, дело сделано. Тебе не стоит видеть то, что мне придется сделать. Кайф. Все кончено. Солас уничтожил лабораторию скверну в ней и своего агента. Он был готов все сжечь вместе со своими друзьями. С тех пор мало что изменилось. Этот фрагмент может поведать нам больше. А здесь что?
Ага, ничего. Фрагмент прошлого. Ну ладно. Где я? Кто я? А с той стороны нужно тоже сделать, я вижу. Вы чё? Раз... Я уже оттуда свалила. На приколе там чешо? Ну, удачи подраться тогда. Куция печать магии крови и скверной богов. Лишь их поборник способен открыть его. Поборник? Он обитает на этом острове. Брось вызов поборнику и завладей его сущностью, и тогда путь откроется. Ладно. Доберитесь до Тревизу или портового города. Я, конечно, доберусь. Но знаешь что? Подожди, а как? Туда попасть? А, вот здесь и не было. Ага, тут тоже закрыто. Ну понятно, короче, для каждого из них нужно кого-то прикончить. Кого хз? А, это тут главный вход. Ну ладно. Пошли тогда сюда. Что это? А, это читал. А я могу изменить отряд прям, да, тут? И потом, например, Белара. Ну ладно, не буду. Пускай их кто есть и есть уже. Что там внизу происходит, как туда слезть. Стражи не смогут долго сдерживать их натиск. О! Плюс 37 к урону от способностей, плюс 50 к ширине области поражения от взрывов. Давай. У нее одежда сменилась? Оу, неужели там что-то есть внутри? Да, тут есть, я поняла, сейчас мы будем драться. Это что такое? Алтарь волка, думаю, я знаю, кому он посвящен. Всегда смотрит в сторону своего сокровища. Я грабу, где твое сокровище, дай его мне. О, это мне. Плюс 1 очко навыковое. Это прикольно, это хорошо. Спасибо. Что это такое? Составление карты невозможного. На первый взгляд кажется, что это мусор, но если рассмотреть предмет повнимательнее, становится ясно, что эта карта сложная в форме ревейнской бумажной игрушки. Кажется, автор был одержим ее созданием. В развернутом виде карта приобретает форму трехмерной модели, чего-то неясного. Снизу нацарапана записка. Я отказываюсь сдаваться. Это отражение существующих мест. В них прослеживается логика. Значит, эти улицы, их местонахождение можно нанести на карту, как и любые другие объекты. Мне удалось составить схему переменчивых изощренных снов первозданного демона и праздности его жертв. Демона праздности и его жертв. Я не дам архитектуре одержать надо мной верх. Мой наставник постоянно зудит. Некоторые вещи непостижимы, Вириан. Это просто безумие, Вириан. Разве безумное стало бы создавать абсолютно новую магическую формулу для определения расположения огоньков только ради этого? Остальное невозможно прочесть. А, кстати, навыки забыла. Да, у меня 2 навыка. Я сейчас
Могу себе вот эту ловушку сделать, только куда пойти? Я собиралась вверх вроде. Урон от проклятия плюс 10, давай. Взрывчатая ловушка. Область инструмент. Физическое воздействие. Время восстановления 2. Взрывает растерянных врагов. Используйте взрывчатку дамов в своих целях. Поставьте взрывчатую ловушку, которая взорвется, когда враги приблизятся к ней. С высокой вероятностью можете прервать действие врагов. Давай-ка. Дай мне посмотреть, как там. Контроль инструмент, удар, длительность, область инструмент. Посмотрим позже, как это у нас тут работает. Итого, что я открыла. А открылось что-то вообще? Или это вот этот вход открылся там за вот эти что? Я хз. Я хз, ну пусть будет. Вроде как что-то тут есть, наверное. О, амулетик. А, у меня нет амулета. Плюс 20 к продолжительности повышенного урона беру. Я на самом деле впадлу читать прям все, поэтому... поэтому я не читаю все. Ладно, сейчас будет бой. Что у нас по времени? Нормально. Давай. Так, что-то там поборник, которого мы искали. Будьте осторожны. Давай. Сириан перекованный. Некромантическое зачарование. Уязвимость к огню. Ни у кого нет огня. Срывает. А как работает моя троечка? Я не совсем понимаю. А. Вот так и работает, получается. Прикольно. Прикольно, прикольно. Мне нравится троечка моя, правда. Ну, неплохая, неплохая. Ага. Смотри, она что-то оставила после себя. Сущность. Это самая сущность, которую мы искали. Холодная. Надеюсь, не придется таскать особо слишком долго. О, улучшили. Плюс 20 к урону от заряженных атак. Да, я беру. Если улучшенное, это хорошо. Улучшенное это всегда хорошо, чем не улучшенное. Правильно, правильно. А где тут? А, внизу. А где внизу? А, это у них внизу. Ну, ладно. Да, пошло. Здрасте. Не знала, что до сих пор существует столько элювианов. Куда они ведут? Пора выяснить это. Да, давай. Я выясняю. А, так они закрыты. А, нет, два открытых, походу. Два открытых, вот это вроде не рабочее. Да и вот это вроде не рабочее. А два рабочих. Окей. Так, это куда? Портовый город.
и Тревизо. Ну, погнали в Тревизо тогда. Вы говорите с воронами, чтобы найти убийцу магов. Давай я должна взять с собой Магессу, потому что мы будем говорить... Вы встретитесь с членом... Я беру Нев. Я беру Нев, потому что я буду говорить с этим... С убийцей магов, а она Магесса. Не знаю, это просто забавно. Тревизо. Один из лучших городов Антивы. Но теперь он захвачен. Надеюсь, наш связной из Ворона сможет с нами... Чё? Встретиться? Добро пожаловать в Антиву, полагаю, ты рук? Типа это я. Угу. А ты Андоратея Кантори? Просто Тея. Идемте, мой коллега Виага собирает остальных. Дела обсудим, когда будем на месте. Она так смешно бежит, я не знаю. Солдаты Антама неплохо устроились здесь. Мы слишком долго терпели их общество. Война Антама с Тивинтером зашла в тупик, и часть войска пришла сюда. Антива была богатой и удобной, и у нее нет постоянной армии, чтобы их остановить. Декор. Самые предметы, внешний вид. Ну, внешний вид этих... Господи, шлемов я, наверное, покупать в целом не буду, типа, какими бы они ни были. А вот это можно купить. Памятные вещи, это вроде важно. Я хз. Или не купить. Ладно, пока не буду тратить деньги, позже потрачу. Если вас беспокоит желудок... Ой, я грибу, ты шо? Ценный предмет. О, кольцо. Я не трачу деньги, я не трачу деньги, я не трачу деньги. Этот намного лучше, чем мой. Welcome. Your body is a sacred vessel. And I can provide you with the proper building materials. Я не хотела не тратить деньги. Я не трачу деньги, так же я. Ну я не знаю, но там прям намного лучше. Еще колец у меня нет, может колечко купить себе. Ладно, все. Ладно, девушка. Ценный предмет какой-то, внешний вид. Декор. Ну, декор пофиг. Ладно, я потом сюда вернусь. О, Витилига, прикольно. Я потом сюда вернусь. Пока. Все, я не останавливаюсь. Мы так смешно бежим. Кошечка. Наверное, вам не просто бок о бок с Антам. Захват не будет длиться вечно. Антиванские вороны... Да. Ну, короче, они тут что-то планируют, что-то сделают, я так понимаю. Рус. Тут можешь нагладить кошечку. Она еще и мурчит. Гладить кошечку — это всегда хорошо. Казино. Неплохое местечко. Добро пожаловать в бриллиант дома Кантори.
Это ты наша заказчица? Это Рук. Может налить тебе что-нибудь? Обещаю близко не подпускать Виага к напитку. Виага Дерива, пятый коготь. А это Катарина де ла Морте. Первый коготь воронов. Главный типа, да. Приятно познакомиться. А ты? Иларио де ла Морте, ее внук. Зачем вы пришли? Да, конечно. Моя цель — двое эльфийских богов, точнее, так они себя называют. Это оскверненные маги древности. Моя сыщица знает, что среди воронов есть убийца, который поставил на колени магов крови и Винатори. Мой внук. Его прозвали демоном Пирантиума. Это он занимался подобными заказами. О, отлично. Как гора с плеч. Как гора с плеч. Слать демона, чтобы уничтожить бога. Отличный план. План безумный, но это не важно. Луканис де ла Морте мертв. То, что я скажу, не должно покинуть пределы этих стен. Тело, которое привезли наши люди, не принадлежало моему внуку. И его нарядили в его одежду, а лицо изменили с помощью магии крови, чтобы оно стало копией лица Луканиса. Мой кузен жив? И ты даже не подумала сообщить мне об этом? На его корабль напали, мы знали, что кто-то предал его, и поэтому ты ни с кем не делилась своими подозрениями. Но вы упомянули об этом сейчас, почему? И я следила за Винатори с тех самых пор, как они забрали у меня внука. Они охотились на вашего ужасного волка, и то, что вы сделали с его ритуалом, привело их в смятение. Они начали допускать ошибки, и теперь я знаю, где он. Косница. Там держит демона Верантиума. Найдите эту косницу, освободите Луканиса, тогда у вас будет свой убийца богов, а у меня мой внук. Окей. Not bad. Давай. Я согласна. Идемте, Катарина подготовила лодку. Нас встретит один из наших магов. Лодку? Неужели ты думаешь, что Винатори обычная тюрьма? Или что такая тюрьма удержала бы демона Верантиума? Косница находится на дне моря, я узнал об этом всего пару минут назад. Тайна излишне сложно. Это в духе Винатори. Ты недоволен, что Катарина скрыла это от тебя? А как иначе? Луканис — член семьи. Может, она думала, что я поступила опрометчиво, лишь бы его спасти. А теперь... Кто знает, жив ли он еще. Слушай, ты пойдешь с нами? За нами могут следить. Если мы все вдруг пропадем из доков, роль неотразимой героини твоя. Я знаю Тревиза. Если за нами хвост, у меня будет больше шансов его сбросить. Этот чел мне не нравится. От него вайб какого-то мудилы. Я не знаю почему, просто рандомно. Типа, я не знаю почему. Подожди, на дне моря? Объяснишь? Как бы. Я море не люблю в играх. Особенно дно моря. У меня травма после спор. Кто-то уже разобрался со стражниками. Или что-то. Может, это нам поможет? Но здесь что-то не так. Будем надеяться, что наш демон будет жив. Запрос по персоналу тюрьмы. Каливан. Стражи больше не хотят приближаться к камере этого ворона. Может, этим займется кто-то еще? Рабы, например. Рыбы. О боже, рыбы. Как, почему? Почему?
О май гад. Это мне не нравится. Я про вот это. Она не похожа ни на одну из тюрем, что я видела. Я про вот эту рыбу, которая плывет, мне это не нравится совершенно. Абсолютно. Вот веришь, нет, я прям не хочу. Что тут? Я типа серьезно говорю, у меня после спор игра реально была травма, потому что я играла в нее первый раз, когда мне было, ну, мало лет, я не знаю, около... Я не знаю, наверное, около... Что-то около 10-11, по-моему. И там во втором акте, когда вы выходите на сушу, там можно бегать, да, как бы, и когда ты забегаешь в море чуть-чуть глубже, дальше, чем нужно, да, оно может заспавнить тебе огромного монстра, который тупо сожрает тебя внезапно, выскакивая из воды и утаскивая с собой. Это было очень страшно мне на тот момент, и я реально до сих пор это помню. Ну, потому что это было внезапно, и оно такое большое, у меня мегалофобия. Я явно была не рада этому. Впрочем, как и сейчас, я была бы не рада. Что ж, там мы не пройдем. Винаторий устроили в сибильфийских руинах. Удивительно, что здесь хоть что-то работает. Ой, поверить не могу, что все это находится под водой. Если сдерживающие чары когда-нибудь спадут... Переживаешь об этом или о нашем создании в целом? Не каждый может пережить встречу с антиванским вороном. Я могу. Мы сражаемся с богами. Возможно, демонами, если пригодится. Придется. А почему, зачем сюда спуск, если здесь ничего нет? Обычно так не делают. Барьер. Чтобы за ним не находилась Винаторий, очень не хотят, чтобы он рухнул. Значит, мы прорвемся через него. Да, давай. Сейчас я только пособираю здесь лут. Потом мы сразу прорвемся. А здесь чего? Каракули заключенного. Я Нирис. Я был Нирисом. Я мы были. Мы Нирис. А я мы были. Я мы Нирис. Я мы Ниган. Ладно. Да, я вижу, что не сюда, но так интересно просто. О, что-то. Приказ тюремного надзирателя Овидии. Нет, рабы не могут этим заняться. Мы их всех использовали в качестве подопытных. На других рабов у нас нет стрельцев. Думаешь, они просто растут на деревьях? Составь младших стражей выполнять свою работу. Каливан. Я грибу. Алло, я тебя ударила. Нам не обязательно драться, мы пришли за Луканисом де ла Морте. Понятно. Well done. Полагаю, мы искали тебя. Well, hello. Кто ты? Катарина. Но ты не из воронов. Да. Ты не ждал, что тебя придут вызволять, и я не ожидала то, что тут случилось. Рук, он одержим демоном.
Все не так просто. Катарина Катарина обещала нам в команду убийцу магов, если мы тебя вызволим. Я еще не уходил в отставку. Отлично, потому что зубдую, к нам приближаются другие винотори. Надо уносить ноги. У них сосуд с моей кровью. С его помощью они могут мной управлять. Нельзя, чтобы он остался у них. И я выполнял задание, когда меня схватили. Одна из моих целей здесь. Каливан. Вороны всегда выполняют свои контракты. Еще просьбы будут. Хорошо, мы тебе поможем. Но взамен ты тоже поможешь нам кое-кого убить. Я в долгу перед вами. Скоро окажемся в долгу друг перед другом. Идем. О, привет. Привет, привет. У нас новый. Итак, что у нас на повестке дня? Сначала кровь, затем моя цель Каливан, тюремный надзиратель. И где нам его искать? В башне. К ней ведет мост. Уже нет. Придется найти другой путь через пропасть. Отлично. Магия — это мой профиль. Ну ты тогда давай убивай, чешо. Блин, я надеялась, он упадет вниз. Не упал. Тварюшка. Хорошо. У кого-то из них был ключ. Сосуд с кровью. Где нам его искать? Каливан держит сосуд под охраной. Кровь — единственный способ привязать демона. Если они ее потеряют, начнется хаос. О, ключик. Это мне. Что тут творится? Живых пленников держат ради магии крови. Магию крови используют для призыва духов. Любой дух может стать демоном. Зара не давала им выбора. Записи о неудавшихся экспериментах. Фелиция. Чего именно она от меня ждет? Прошло уже больше 300 дней. Предполагалось, что это займет не больше недели. Если блестящий метод Зары провалился, как, по ее мнению, я могу спасти ситуацию, Каливан? Зара? Зара Рената. Возможно, существует винотори рангом повыше нее, но я таких не знаю. Это место принадлежит ей. Да? Прикольно. Одержимые трупы. Должно быть, это рядовое явление в подобных местах. Работа Зары Рената. Это место существует лишь для того, чтобы она создавала новых жутких демонов. Не, ну как скажете, конечно. Чё это тут? Майн, я грибу. Ладно. А ну-ка, я могу вот эту штуку с собой взять? Не могу. Почему не могу? Она мне нужна. Почему она крепится? А. Я еще не слышала об одержимых, которые были не магами. Я видел, как демоны вселялись в трупы, в прах и однажды в волосы. По крайней мере, у этого демона хороший вкус. В волосы? Excuse me. Я видела, там сзади что-то было, я хочу пойти сходить назад. По-моему, сундук был или что?
чему вы крепитесь-то? Что не врубилось? А. Прекрасно, но я пока не буду это брать. Уровень, Риля. Дело заключенного костницы номер 20. Инкубация 18 дней. Проявление прожорливость. Отправлен в Верантиум. Прожорливость? Это я, что ли? Вполне. Они так синхронно прыгнули. Не пойму, а это место разрушается понемножку? Наверное, что-то трескается. Я бы на вашем месте немножко боялась бы. Самая малость. Ай, куда ты упала? Чего? Так, значит, кровь, которую у тебя взяли в Винаторе, это для магии крови, чтобы управлять мной и демоном. Я не смогу тронуть Каливана, пока мы не уничтожим ее. Кстати говоря, навык. Да. Требуется 20 уровень, чтобы сюда пойти. А жаль. Сопротивление физическому урону плюс 10. Пробивание плюс 15. Я хз. Что это тут? Бьет 50 единиц импульса и восстанавливает 25% ваших стрел после... Когда на вас надеты различные виды шлема и брони, дает баф. Средний, легкий. О, хорошо, значит баф будет. Средний, легкий доспех. Баф, дайте. О, это чего? Ну почему мне обязательно нужно... Ну, мне просто кажется, что мы сюда уже не вернемся. А, это я здесь вообще вошла, это же начало. Я думаю, что карта открыта. А как мы оказались тут? Я уже где-то успела обойти, правда? Вот. А, поняла. Демон вытащил все это из тени? Я удивлен не меньше тебя. Да, твой демон полезный. Стоп. Ладно, еще немножко можем поиграть. По прикалу. Ладно, сейчас читайте сами, наверное, я... А что тут? Занято другим. Зачем Заре нужно все это нежить? Незачем. Это неудачные образцы. Вставка рун. Вставьте руны на экране. Да, я видела, что мне какая-то руна по... Все ваши атаки оружием наносят урон от холода в течение 20 секунд. Пассивно плюс 10 урон от холода. Прикол. Ловушка дракона. Чрезмерно хитро. Я, наверное, вот эти памятные вещи читать не буду. Их 182 штуки, я грыбу, ты чё? Если вы хотите почитать, поставьте на паузу, я их буду клацать, как бы, чтобы вы смотрели. Я, может, иногда буду пробегаться глазами. Или если что-то особо интересное. Активация рун. Новые, понятно. Лучших она забрала отсюда несколько дней назад, но некоторые созданные демоны все еще здесь.
Приказы сверху. Каливан, обстоятельства изменились, и теперь результат нужен нам как можно скорее. Дави на них сильнее, любыми способами обостри их чувство зависти и разочарования. Я хочу, чтобы каждый демон, которого ты сможешь произвести, был готов сражаться во славу возрожденного Тивинтера. Зара Рената. А как-то... Ладно. О, защита больше. Пусть пока стоит мое, потому что у меня легкий доспех стоит, а это средний. Я, кстати, давно не сохранялась. Я вообще редко сохраняюсь. Тут, конечно, автосохранение довольно частое, вроде как я вижу, но на всякий случай все-таки стоит. Слышишь? Вас там как-то дофига Леон, или мне кажется? Или мне кажется, говорю. Или их дофига Леон, или мне кажется, не знаю. А, мне можно еще вешку юзать. Ого, вас сколько. Здрасте. Можете чуть-чуть подойти к выходу, а то там совсем мало места для драки, правда? Совсем мало. О, я могу умение использовать, умение. А где все мои хилки? Hello. Ты можешь меня отхилить? У тебя нет хила. А жаль. Стоило бы. Дело заключенного костницы номер 36. Инкубация 9 дней. Проявление мучения. Отправлен в куда-то. Отправлен куда-то. А где хилки? Я хочу... Есть тут где-то эти... Здрасте. Что это такое? Ничего, показалось. А где все банки? Не understand. Это Каливан, говоришь, здесь он главный? Нет, он всего лишь слуга, управляет тюрьмой по приказу могущественного магистрата. Он был моей целью год назад, и теперь мы оба хотим убить его. А мы это... Демоны ничего не прощают. А, мы это он и его демон, да? Прикол. Маленькая расписная шкатулка. Позже. Включу. ППшечка.
Не, ну как бы собрать лут это святое. А, нет, нет, не туда. Ой, фух, я думала, я сейчас упаду и... А, окей. Я думала, я все. Правда. Я думала, там пропасть. Блин, по области классно дает. Они еще и разлетаются так смешно. Ты мог бы подойти вот сюда, чтобы как бы тебя чуть-чуть развалило? Спасибо. Ух. Я еще и успеваю полутаться во время боя. Ну потому что. Ну же так надо. Что это? Дело заключенного косницы номер 51, инкубация 100 дней, проявление индифферентность. Сочтен неудачей и уничтожен. Господи, боже мой. Да уж, дело дрянь. Возможно, наше время на исходе. Наше время-то реально на исходе. Давайте на этом закончим. Я думаю, что сейчас у нас уже будет плюс-минус какой-то босс или типа того. Тот, кого он ищет, наверное. Поэтому я думаю, что продолжим в следующей серии. Пишите, как вам этот персонаж. Мы его еще вообще не знаем, на самом деле, поэтому, наверное, пока что можно писать только основываясь на его дизайне, на его внешке, дизайне, вот такое. Спасибо вам, девчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.